Про что мы сегодня поговорим? Мы поговорим про две важные темы, связанные между собой, о работе с данными в вебе. Начнем с довольно простой темы про базы, как работать с базами данных. Это такая немножко будет ретроспектива, потому что вы содержательно уже во второй, в третьей, в четвертой лабораторной работе все это поделали. Ну и в основном поделали правильно. Я вам расскажу просто чуть глубже про это все. А вторая тема гораздо более емкая, гораздо более сложная, про методы внешней интеграции, поэтому разберем ее довольно поверхностно. Она такая, скорее на кругозор. Но задание в лабораторных тоже будет про это. Итак, важная вещь. Вы все взрослые люди, и проекты, которые вы пишете, тоже должны быть взрослые. PHP и вообще любой серверный язык программирования, тем более клиентский, это не то, ради чего создается проект. Проект создается в основном для оперирования данными. Даже если вы делаете супер красивый фронтенд, в котором у вас все свистит, вылетает, хрюкает и параллакс в адаптиве, все это нужно только тогда, когда там внутри данные. Данных много. Поэтому ни одного нормального проекта без базы данных быть не может. Тривиальная вещь, но я хочу, чтобы вы ее поняли и не относились к этому как к какому-то мусору или к простому вопросу. Как только данных станет много, у вас в любом проекте появятся проблемы. Поэтому с фронтендом этого не произойдет. Фронтенд от того, что у вас стало много данных, обычно тормозить не начинает, потому что он работает с какой-то частью. А вот база начинает тормозить очень сильно. И вторая вещь, вот здесь все просто, а вот вторая вещь, она гораздо серьезнее. Поймите, мир цифровизуется. Вот эта пресловутая цифровизация бизнеса, цифровизация государства приводит к тому, что в любом айтишном проекте у вас будет необходимость связываться с огромным количеством внешних провайдеров данных. Наше государство на самом деле здесь впереди почти всей планеты. У нас уже лет, вот сейчас боюсь соврать, но точно больше 5, может быть лет 10-12. Погуглите, или мне попадет цифра, я вам ее назову. Существует проект, который называется «Порталы открытых данных». Это когда государственные органы власти абсолютно легально, абсолютно современно делятся своими данными. Они публикуют свои XML-схемы, о чем я рассказывал 2 лекции назад. Они дают огромное количество данных. Все мы постепенно все больше и больше заходим под колпак госуслуг, и про нас все больше данных. И если когда-то была надежда, у кого-то, может быть, была, у меня никогда, честно говоря, так не думал, но и с такими людьми я встречался. Была надежда, что вот это все когда все данные разрозненные, это все, временно, у нас будет какая-то цельная система, в которой у нас будут все наши данные храниться, и мы будем вот эту большую систему программировать. Такой вот цифровой тоталитаризм. Вот нифига. Никакого тоталитаризма цифрового нет и не будет. Наоборот. Это совершенно противоположная система, децентрализованная. Вы будете получать данные из самых разных источников и будете с этим очень много мучиться. Собственно, про это и поговорим. С порталами государственных данных работать, кстати, можно, никаких особых проблем с ними нет. Там есть вещи очень специфические и плохо сделанные просто. Но в целом это очень приличные системы, очень. И я почему об этом особо говорю, мы привыкли как-то ругать Россию. Но в целом степень цифровизации именно российской системы информационной достаточно высокая. Она выше, чем в других государствах. Хотя есть, конечно, интересные вещи. У нас есть один проект с африканскими и мексиканскими органами власти взаимодействующие. Там еще интереснее, там прямо по ID пользователя, ID человека, по его паспорту можно проверять огромное количество данных, которых в России пока нет. Можно, например, подписать его на регулярные платежи, прям официально через банк, и он ставит одну галочку или просто смс-ку прочитал, все, с этого момента с него $12 в день будет списываться. У нас такого пока нет, но мы к этому идем. Поэтому поговорим о том, как это все вообще работает. Часть первая, она простая, я поэтому довольно быстро расскажу, вы меня лучше остановите, если где-то будут вопросы. Это про то, как надо работать в PHP с базами данных. Требования, можно придумывать много, по сути требований всего 3. Это должно быть безопасно, это должно хорошо поддерживать работу со многими СУБД, поскольку не только один MySQL жив.
используется. И там должны быть удобные для работы программиста функции. То, что вы можете просто отправить запрос и просто он там выполнится, это понятно. Но это было доступно еще в какой там второй версии PHP 20 лет назад, когда только вообще возникла работа с СУБД. Вот такой светофор у меня получился. Есть функции семейства класса MySQL, есть типа более современный MySQLi подход, есть PDO, PHP Data Objects, которые, собственно, рекомендуется использовать. MySQL в последних версиях, запросы через MySQL в последних версиях PHP просто не работают. То есть они в 7-й версии они не работают. Но 7-я версия пока стоит далеко не везде, но уже несколько лет при попытке писать, слушайте, может быть в 5.6 тоже не работает. Я видел своими глазами проект старый, там перетащенный сначала с 3-го, потом на 5-й, потом на 5.4, он все еще работал, а потом в какой-то момент все это просто сломалось. Но с MySQL на MySQL перейти было легко, просто тупым, значит, заменой по файлам сделал и перешел. Но дело не в этом. Дело в том, как это работает. Значит, вам для полноты картины. Вы на каждом углу в интернете увидите вот такой вот классический код, он есть в справке по PHP, он есть на каждом углу просто там. PHP для домохозяек, вот вы там все это увидите. Значит, хост, юзернейм, password, DBName, MySQL Connect и так далее. И вот этот код, ну, он в принципе рабочий, и вот этот вот совершенно ужасный подход дай, значит, или сдохни с такой-то сообщением об ошибке. В принципе, это работоспособный подход, но делать так не надо. Это плохая практика. Ну, главным образом, потому что это просто не работает. Не удовлетворяет остальным требованиям, но они менее критичны. Чуть-чуть более приличный подход, он и синтактически более приличный, через MySQLi. Тоже функциональный подход, не стоит так делать. Тут уже не по причине того, что не работает, а по причине того, что и функций мало, и с безопасностью проблем. Есть у MySQLi объектный фактически синтаксис, он мало что меняет по сути, просто выглядит приятнее, современнее и чуть-чуть совсем более безопасен. Но все это вам исключительно для понимания. Увидели где-нибудь в коде, понимаете, что там написано. Уже в MySQLi появилась такая штука, как подготовленные выражения, когда вы перед тем, как исполнить запрос, делаете prepare. Что делает функция prepare? Она, это главное, для чего она создавалась вообще-то, она выполняет так называемую прекомпиляцию. Это вообще большая проблема для интерпретируемых языков, что они невыразимо медленные. И с PHP это тоже проблема есть. Если вы пишете какой-то код на PHP и просто его запускаете, он работает у вас, ну, достаточно медленно. Ну, какой пример привести, не знаю. Попытка отключить так называемые ускорители или прекомпиляторы в PHP на боевом проекте приводит к замедлению его работы, ну, примерно раз в 20. Поэтому все пытаются, все интерпретируемые языки, все, я имею в виду разработчики и платформы, пытаются провести через тот или иной ускоритель или прекомпилятор. Вот это та же самая функция, что запрос как бы готовится к более быстрому исполнению внутри сервера базы данных. Но при этом он поддерживает запихивание в него изменяемых переменных. И вот это, собственно, побочный эффект от того, что такой механизм существует, ради него, ну, в основном программисты его и используют. Что когда у тебя прекомпилированный запрос через prepare, изготовленный, ты туда уже не засунешь никаких опасных данных. Понятен этот момент? Ради этого все делается. Вы можете меньше думать о безопасности. Соответственно, ну, наука пошла дальше, и появились уже достаточно давно в PHP так называемые PHP Data Objects, которые, во-первых, ну, объектный синтаксис, во-вторых, подготовленные выражения, в-третьих, они реально много чего умеют. Естественно, можно и нужно писать прямые запросы. Вот мы сейчас с вами вторгаемся в такую область, я вам тут рассказывал про базы данных, еще буду рассказывать про базы данных, у нас целая большая лекция будет. Я рассказываю о том, что не худо бы знать, как вообще SQL работает, и понимать, как он работает, и уметь руками писать запросы, писать план выполнения, смотреть план выполнения, думать головой. Все вот эти вот штуковины постепенно отучают это делать. Вы постепенно, я потом, там 2 слайда будет про ORM, вы все меньше понимаете, как это все на самом деле работает. И вы все больше работаете с запросами, которые за вас написала машина.
В целом это нормально. На ассемблере мы тоже не пишем и калькуляторами не пользуемся для инженерных расчетов. Но понимать при этом, как это работает, необходимо, чтобы быть специалистами, способными анализировать происходящее. К сожалению, я очень много стал встречать в последнее время программистов, которые, ну, он вроде как программист, и он на сложные вопросы отвечает. То есть спрашиваешь у него там, ну, там, ПДО или MySQL. Он вот содержание моего сейчас спича с удовольствием воспроизведет. Что, конечно, там, безопасность. При этом у него спрашиваешь там синтаксис запроса select или просто что-нибудь более там примитивное. А можно вот в селекте там порядок условий where поменять? Это влияет на скорость или не влияет? А он не знает. Он никогда не писал запроса where. Это очень сильно снижает вашу квалификацию. Так что, влияет или не влияет? Таких людей не было. Каких? Которые не знают. Все такие. Вы просто не собеседуете программистов. А я собеседую. Нет, ну, ребят, даже вы на первой лекции я вас спросил, чем left join отличается от inner join, поднялось 2 руки. Да? Вот, а все остальные кто? А все остальные те, кто этого не знает. Так приходится на позицию жена. Я подозреваю, что после того, что вы сейчас от меня послушаете, вам больше никогда никто и ничего про веб-разработку и про базы данных рассказывать не будет. Поэтому вот это ваш последний шанс что-то узнать до прихода на какую-то работу. Важно понимать, что любые автоматизированные механизмы построения запросов всегда имеют внутри себя встроенные средства отправить любой запрос. И если вам захотелось, вы можете написать любой запрос. Но даже как в большинстве языков высокого уровня, ну в PHP не проверял, но в C, в Pascal и не знаю, везде, всегда была возможность написать кусок кода на ассемблере. Если тебе хочется, напиши. Поэтому прямые запросы существуют. Все остальное через подготовленные выражения и безопасные и правильно заэкранированные запросы. Ну, то еще раз по ПП не буду рассказывать. Важный вопрос про драйверы системы управления базами данных. Вы с этим вот в своем первом проекте не столкнетесь, а там в 3-м, в 5-м с огромной вероятностью вам это дело попадется. В чем проблема? Что когда вы работаете, пишете код, допустим, на PHP, который куча библиотек, быстро осваивается, быстро работает по сравнению с другими языками, все с ним хорошо. Но он очень хорошо работает только с MySQL. То есть вот по-прежнему до сих пор, 2019 год в дворе, до сих пор нормально работать с базами данных, сделанными на Microsoft SQL Server, в PHP нельзя. Это как это set but true. Нормально не работает. А особенно если вы столкнетесь с каким-то проектом, где у вас используется PostgreSQL, еще там более крутая и навороченная СУБД, ну, я рассказывал, да, когда лекция была, поверхностная и все остальное. Вот очень важно, чтобы используемый вами движок работы с базами данных в языке, он действительно поддерживал работу с другими СУБД, чтобы он это хотя бы как-то мог. Я вам предрекаю, что вы встретите проблемы там, ну конкретно с MySQL главная проблема возникает с запросами, содержащими русские буквы. То есть вы пишете запрос, содержащий русский запрос, я имею в виду, где в качестве фильтровочных значений используются русские буквы. А он берет и этот запрос не выполняет или падает. Хотя кодировки вроде как везде настроены. Выглядит как тупая сисадминская проблема, но на самом деле решается очень плохо. И люди откатываются от современного ПДО, там, 7-й версии PHP, откатываются на какой-то доисторический, сейчас даже вылетел из головы, как это называется, еще в Windows 3.1 был этот механизм, ODBC, точно, ODBC драйверы, которые типа на другом уровне работают с Microsoft SQL сервером. Вот эта проблема вас точно встретит, и с ПДО у вас есть шанс добиться успеха. Но будьте готовы менять способы подключения, пока не заработает. Это действительно проблема. Хотя это выглядит очень странной проблемой, глупой, детской, как так может быть. Корни я, честно говоря, не знаю. Почему так происходит, непонятно. Я не знаю. Ну, наверное, объяснение существует, я не знаю. Вероятность, что вам придется работать с неродной вам СУБД, очень большая. Потому что вы придете куда-нибудь как исполнители, и вам заказчик скажет: ребята, а у нас PostgreSQL. Вы скажете: а у нас PHP. Он говорит: ну и идите отсюда. Да? Все. Нет, с PostgreSQL как раз таки проблем у вас никакой не будет. Где Postgre? Вот. С PostgreSQL проблем не будет. А вот с каким-нибудь Informix или с IBM DB2 обязательно. Обязательно. Но они скажут, что у нас так.
Вы включите наивняшу и скажете, ну давайте перейдем на MySQL, ну и они вас пошлют сразу же. Вот. Это обычная ситуация, приходится договариваться. Что еще? Очень важная штуковина, которая на самом деле так неявно была возможна еще в предыдущих во всех технологиях, что можно передавать ПДОшным методом массивы и прямо объекты для того, чтобы класть их в базу данных. Ну, работает это довольно примитивно. Если у вас в базе данных есть поля name, адрес, что-то там еще, city, и у вас есть ровно те же самые данные внутри объекта или массива, то вот подобным запросом вы спокойно одно в другое вкладываете. Понятно? Да. Это чисто синтаксическое удобство, ничего сверхъестественного в этом нет. Но это реально удобно. Когда вы можете вот такую вот конструкцию сделать, ну и считать, что вы, ну, типа молодец. В бесчисленном количестве веб-проектов встречаются совершенно тривиальные, идиотские конструкции, занимающие кучу места. Когда вы берете вот этот for each, запаковываете через запятую, пробел, кавычка, запятая, пробел, вы запаковываете вот эти пары ключ-значения из массивов в текст запроса. Я сам это миллион раз писал, видел, ну это прям вот трэш на PHP писать такую текстовую процедуру. Здесь она, ну, сама получается. Просто массив передали и получили удовольствие. Значит, что еще? Да, ну и то же самое с объектами. То есть вы можете сделать то же самое с объектами, если у них правильные имена. Это такая прелюдия к штуке, которая называется ORM. Я как-то упоминал ее уже на лекциях. Ну вот я знаю 2 человек из вас, которые знают, что такое ORM. Давайте для контроля. Кто знает, что такое ORM? 1, 2, где же 3? А я тогда не был. Вот я, кроме вас, я помню, что был кто-то другой. Да нет, вы знаете, на самом деле, давайте я вам просто расскажу. Глубоко в эту тему не полезем, тема емкая. А ORM появились намного позже ПДО? Это параллельный, на самом деле, процесс. ORM это даже не совсем, сейчас объясню. ORM называют, во-первых, реализацию, ну конкретно доктрин, да, например. Но это, я бы, честно говоря, считал ORM не столько программным механизмом, сколько таким архитектурным подходом, что вот так можно. В принципе, я даже там ссылки после этого слайда будут, есть умники, которые своими руками для своего проекта пишут ORM и считают, что они молодцы. Они бывают попроще, посложнее. Я сейчас вам расскажу не более чем идею, потому что если вы, ну, скажем так, на вашем текущем уровне программирования вам в доктрину лазить просто типа рано и незачем. Сначала набейте шишки, а потом полезете в ORM. В чем идея? Идея в том, что я с чего начал лекцию сегодняшнюю, что программист вынужден в огромном количестве работать с данными. Эти данные в его коде представлены, ну, как минимум, массивами ассоциативными, ну, а по-хорошему это объекты, которые вы вроде как должны там мастерски выделять из предметной области, иерархии строить, знаете, инкапсуляцию наследования и полиморфизм, вообще вы молодцы. Вот вы все это сделали в своем коде. И примерно те же самые мероприятия вы выполнили в СУБД, когда проектировали базу данных. И получается примерно одно и то же, только вот это в вашем коде, а вот это в вашей базе. Ну и лежащая на поверхности идея, если оно, ну, примерно одинаковое, то чего бы с ним и не работать как-нибудь примерно по одинаковому. Понятная идея? Поэтому ORM это механизм, он может иметь самые разные реализации. Сейчас кусок там скриншотов из доктрины вам покажу. Когда вы работаете с объектом в программе, ну, например, банковский счет, а на самом деле при этом меняются данные внутри базы данных. И они делают это типа надежно, транзакционно, разделяемо, быстро и вообще один сахар. На самом деле это в каком-то смысле легенда, всего этого не бывает, но действительно удобно. Если у вас структура вот такая более сложная, значит, я даже не знаю, что это нарисовано, наверное, это база нарисована. Люди, платежи, аренды, там, категории и чего еще, и чего мы там берем в аренду, даже не вижу, фильмы, то гипотеза в том, что у вас ровно те же самые таблицы есть и в базе данных. И вы можете, в коде, вы можете их сопоставлять. Я сначала ставил скриншоты из доктрины, а потом я их убрал, потому что они совершенно нечитаемые без перевода.
Идея в том, что вы объявляете класс в коде, говорите, PHP-шный класс, я имею в виду класс языка высокого уровня, не CSS, и говорите ему, что вот этот класс соответствует вот этому объекту в базе данных. И дальше, ну как бы, оно все делается само. Когда вы добавляете новое поле в класс, у вас автоматически создается скрипт миграции, который, правильно рассказываю? Да? Да, который автоматически генерирует миграционный скрипт, который все дополняет. На самом деле, есть такая обманка, в которую попадает огромное количество программистов, им показывают новую технологию и показывают какую-то приколюху. Что смотрите, сами пишут открытые миграции. Вау, сами пишут открытые миграции. На самом деле, это довольно простая процедура. Если очень хочется, то родить скрипт миграции из построения двух просто версий BD, ну, довольно просто. Не ради этого затевается ORM, а ради того, чтобы получить быстрый, поддерживаемый, понятный и так далее код. Главная проблема всех ORM — это неоптимальность запросов и то, что вы не можете написать тот хитрый запрос, который вам хочется, средствами построителя запросов в ORM. Ну, это, собственно, как проблема всех фреймворков. Тем не менее, практика хорошая. Что такое ORM, знаете? Вот 3 ссылочки я вам сюда показал, в презентации найдете. Реализация ORM-ного подхода присутствует в огромном количестве современных фреймворков. То есть, когда вы что-то делаете с объектами, а оно само пишется в базу, это такой типа ORM. Но они бывают очень разные. И с ленивой загрузкой, и с всякими отложенными вычислениями, много чего эта штука умеет. Про базы закончили, спросите что-нибудь, возвращаться, чтобы к этому потом не было необходимости. Вот вы рассказывали про прямые запросы и ПДО, вот прямые запросы, по сути, ускоряют процесс, правильно? Если вы его хорошо написали. Ну, если мы хорошо написали и точно уверены в его безопасности, то, по сути, заменяя не на ПДО, а на наш запрос, мы делаем... Нет, там в самом ПДО есть функция exec, в которой вы можете написать произвольный свой запрос. Она его выполнит без... Она прямо его выполнит, без да, обработки. без обработки. То есть это не более чем интерфейс к той самой функции MySQL query и все. То есть, ну, это где-то написано явно в документации, где-то нет, но логика такова, что MySQL как набор там функций и технология с PDO вообще не очень сопоставимы, потому что это типа решения разного уровня. Что PDO это там микрофреймворк для работы с данными в PHP, а MySQL это функции низкого уровня для отправки запросов. Разные вещи. Давайте поговорим про внешнюю интеграцию и про разные виды информационного обмена. Чтобы вам было повеселее, я тут нашел в одной интересной статье и вставил примеры так называемых интеграционных задач, чтобы вам было повеселее. Сейчас будут 3 задачки, которые надо, ну вот это хоть сейчас можно сесть и начать решать, которые надо порешать. И вы выступаете как архитектор этой системы. Просто вчитайтесь, решать не будем, просто проникнитесь проблемой. Футбольный клуб заказывает СМС для того, чтобы ввести данные об игроках, своих и чужих, об их характеристиках, об их сильных и слабых сторонах. Такие базы на самом деле существуют. Открытые базы спортсменов по всем видам спорта, кстати, с открытыми данными, которые можно там получать в классе, это довольно распространенная штука. Необходимо, чтобы прямо во время игры пользователи, сидящие в зрительном зале, могли оставлять какие-то характеристики игрока. Ну, например, вот в боксе считают удары. И удары, поскольку это очень трудоемкий процесс, удары считаются одновременно несколькими людьми. То же самое можно делать в теннисе. Один увидел одно, другой увидел другое, скорость игры очень высокая. И надо, чтобы в реальном времени отображались комментарии и пересчитывался рейтинг человека, ну, потому что ему насчитали люди. Понятно, да? Вот пример интеграционной задачи. Как это решать? Ну, хочется, чтобы вы обладали достаточным кругозором, чтобы придумать что-то подобное. Понятно? Хоть что-то понятно? Ну ладно, люди кивают. Давайте вторую задачу посмотрим. Значит, необходимо продавать некие вещества в полях, где проблемы с интернетом, с ненадежным доступом. И необходимо очень тщательно считать деньги, потому что вещество очень дорогое. Нужно обеспечить хорошую реализацию этой задачи. Как это сделать? Какой выбрать протокол? Как хранить базу данных? Какие проблемы при этом возникнут? Мы поговорим сегодня про то, что делать, когда у вас ненадежные каналы связи. Понятно? Я, чтобы никакие законы не нарушать, я вам задачу не стал зачитывать. Но на самом деле продавать-то можно все что угодно.
Пойдем дальше. Значит, на самом деле огромное количество задач вот именно такого типа, когда мы строим там какой-то прото-тиндер, в котором люди там друг друга лайкают, ставят галочки, все это интегрируется и так далее. Вот все социальные сервисы, даже в большей степени, чем интернет-магазины, являются генераторами огромного количества данных. Огромного количества. Соответственно, вот такая база данных, которая интегрируется с геоданными, с другим приложением и с расписанием рейсов, тоже представляет собой увлекательную интеграционную задачу. Понятно? А теперь пойдем позанудничаем. Как это выглядит на практике? Вот это пример решения. Это реальная система, я вам особо в подробности мы сейчас не полезем. Это типа архитектура. Архитектура приложения, в котором что делается? Вот это блок CRM, который учитывает, ну, там, программы лояльности, данные о покупках людей. Есть два интернет-магазина, которые к ней привязаны. Есть учетная система, которая считает деньги. Есть подсистема нормативно-справочной информации, это всякие там структура, данные о подразделениях и о товарах. Логистический блок, хранилище данных для бизнес-аналитики, BI это бизнес-аналитика. Ну и там какие-то отдельные системы коммерции, да, еще телефония. Вот примерно такую картинку вы увидите в любом современном крупном e-commerce проекте. Как это устроено? Вот практически все здесь построено на основных трех методах интеграции. Это промежуточные базы данных, которые люди пишут. Я расскажу сегодня про это, уже рассказывал вам один раз. Это веб-сервисы, которые обмениваются между собой сообщениями. И это редко-редко файловые обмены. Файловые обмены, которые я тоже 2 лекции назад рассказывал, они реализуются тогда, когда данных очень много, а критичность и частота их обмена очень невысока. Чтобы просто много данных не гонять и не делать доступ к огромному объему данных, их просто передают и синхронизируют довольно редко. Вот любая стрелочка вот здесь реализована, ну, примерно вот таким способом. Одним из 3 способов. Самый распространенный – это все-таки веб-сервисы. Второй. Ну, по сути, все то же самое. База данных, которой присобачена куча всего, почти все сделано на на веб-сервисах. Тоже не буду углубляться. Особо вам скажу, что тема интеграции различных сервисов, она похожа, она уже сейчас необъятна. То есть это настолько большую долю всех задач представляют именно интеграционные задачи, потому что каждая отдельная задачка, как сделать интернет-магазин? Ну, взял популярный движок, там какой-нибудь, я не знаю, вот там Oscommerce, к этому, к WordPress есть, как он называется, WooCommerce, или это не к WordPress? WooCommerce, да, к WordPress? Да. Я не помню, Joomla он или к WordPress? Там Bittrex тот же самый взяли, собрали. Эта задача скорее техническая. А вот когда тебе надо подружить, например, иностранный интернет-магазин, сделанный на WooCommerce, с российской 1С, что, в общем, абсолютно необходимая задача, это надо делать, то вы натыкаетесь на десяток плохо сделанных плагинов, которые, ну, в среднем не работают. И даже если вы находите плагин, который работает, что любая 1С в среднем очень здорово допилена под бизнес, что любой интернет-магазин очень здорово допилен под бизнес. Всегда. Просто всегда. У вас там окажется, что наборы там, из 3 ложек и 1 вилки продаются по цене 2 вилок. И это частное правило бизнес-логики у вас где-нибудь там захардкожено в глубине. Ну это плохо, конечно, так делать не надо, но вы именно это и встретите. Соответственно, вам придется эти проблемы решать. Почему тема необъятная? Во-первых, систем очень много. Если попарно представить себе интеграцию всего совсем, вот сейчас 10 систем выпишем, просто от балды. Google таблицы, Яндекс.Метрика, там сайты, CRM, какие-то товарные рекомендации, одна 1С, вторая 1С. Вот они все попарно между собой могут быть интегрированы. Тоже в конце расскажу, как избегают этих проблем. Задач, соответственно, очень много. Я вам просто покажу 3 ссылки, вы можете по ним даже не ходить. Это 3 статьи у нас на сайте такие обзорные, где в одной рассказано, как интегрировать сайт, с чем попало. Она так и называется, интеграция Bittrex в данном случае с лысым чертом. Меня однажды накрыло хорошее настроение, 7 назад. Я написал эту статью,
и она оказалась очень популярной. Она долгое время была самой популярной статьей у нас на сайте. Аналогичная статья, как интегрировать BitX24 с чем угодно. А вот частная тема, очень маленькая, ну, казалось бы, на общем IT-ландшафте. Методы интеграции BitX24 и 1С. Вот эти две системы, там больше 10 сценариев интеграции, и в каждой из них можно укопать много программирования. У нас даже на логотипе, вот мы сейчас будем менять эту надпись, но все-таки на логотипе написано слово «интегратор», потому что неинтересно программировать каждую отдельную систему, это становится все более и более простой задачей. Взяли, собрали. А вот интеграция тема необъятная. И вторая причина, помимо количества систем, связана с тем, что системы все время развиваются. Постоянно выходят новые версии всего, и приходится все это переписывать. Тут просто поймите, вот я считаю, что в современном мире вы будете все больше и больше заниматься именно интеграционными задачами. Эта проблема никогда никуда не уйдет. Поговорим про методы. Методов как-то систематизируя, я выбрал 7 основных. Начинаем с самых примитивных и пещерных и заканчиваем самыми нормальными. Да, iFrame, конечно, как без iFrame. Вот примерно по этой архитектуре мы сейчас и пройдем. За 40 минут 7 методов мы глубоко не разберем, я вам дам скорее общее представление. Древние и слабые методы начинаются, конечно, с встраивания кода. Это вообще самый тупой, самый примитивный, самый старый метод, но он надежный как топор вообще. То есть вы можете, если у вас есть готовый код, который что-то делает, вы просто берете этот код, вставляете. С этого начался вообще веб, люди начали вставлять один код в другое место. Начинается это все с банальных инструкций по импорту внешних HTML прямо в HTML. Ну, синтаксис есть разные, можно сделать то же самое JavaScript, можно сделать то же самое, я сейчас покажу, с помощью PHP. Вы просто вставляете код. Недостатков у этого способа много. Самое главное, что этот код кто-то должен написать. И это таким образом сразу убивает все начинание. Крайне редко, давайте будем реалистами, есть какая-нибудь готовая система, которая называется «Мой склад». Хорошая облачная система, заменяющая 1С. А что вы аплодируете? Вы имели дело с моим складом или вы там в сокер рубитесь? Нет? У них у нас склад просто. Отлично. У вас просто склад, а я вам рассказываю про мой склад. Послушайте. Ваш склад. Есть такая софтина, называется «Мой склад». Это хороший облачный продукт, который предназначен для автоматизации склада и типа заменяет 1С. Правда хороший. Вот что этот продукт предоставляет людям на рынке? Этот продукт предоставляет людям на рынке API. То есть вы получаете код авторизации и кучу методов для того, чтобы с этими данными работать. Никакого кода для вставки они вам не дадут. То есть эпоха, когда вам давали код для вставки, она закончилась, лет 10 назад. Когда действительно было, там, заходишь на какой-нибудь, ссылка-обменник, и там написано «скачать код вставки для Joomla». И ты его скачиваешь, втыкаешь, и все у тебя хорошо. Так сейчас никто не делает. То есть первая проблема, код за тебя никто не напишет, потому что проблемы стали очень частными. И второе, конечно, встраивать вот таким вот способом в свой код чужой код, это создавать проблему, прям вот выстрел себе в ногу. Это плохой способ, потому что никто не гарантирует, что этот код, во-первых, доступен, со своего сайта еще можно, а если с внешнего сайта, то он может отвалиться, вы получите проблемы. А второе, что там просто какой-то дурак лет через 5, после того, как вы сдадите систему, разместит JavaScript вирус. Не знаю, вы сталкивались с таким когда-нибудь? Я долгое время удивлялся. Сайты действительно заражаются вирусами, без шуток. То есть не компьютеры, а сами сайты заражаются вирусами. Если какой-то дурак оставил разрешение файлом на запись, на файлы, и у вас пролезло через какую-то дыру в сайт скрипт, он просто берет и запихивает во все PHP файлы, которых, в Bittrex 20 тысяч, например. Он в 20 тысяч PHP файлов засунет везде кусок обфусцированного кода, который еще легко не лечится. Есть, конечно, дебильный способ скачать его и вылечить его Касперским и обратно закачать. Или писать текстовый анализатор руками. Вылечить код Касперский? Еще раз, объясняю логику. Почему это опасно? У вас на сайте лежит куча PHP файлов. Они интерпретируют. Больше интересно. А что, Касперский прекрасно это делает, сигнатуру он знает, берет и чистит. Чистит код. Да. Подбирает. А почему нет? Я не знал.
Если так немножко прищуриться, то Касперский делает довольно простую вещь. Он находит известные ему последовательности строк и заменяет их на что-то другое. Это как ваш антимат, только сильно-сильно поумнее. Нет, действительно, сайты заражаются вирусами, и это вот прямая дорога, конечно, к распространению таких вирусов. Ну, понятно, что на PHP можно сделать и более сложные вещи какие-то. Где осталось встраивание кода? В основном встраивание кода остается в огромных количествах именно в контексте JavaScript. Когда у вас надо вставлять различные скрипты метрики, анализаторы, отслеживающие пиксели, пивики всякие, я не знаю, сервисы товарных рекомендаций, вот это все воровство кук и европейский закон GDPR, вот он весь про это. Про то, что у вас на сайте висит какой-то скрипт и собирает про вас персональные данные. Собрать он действительно может довольно много, и поэтому это опасно. Вам, как разработчику сайта, практически никакого вреда вот такая вот вставка не несет, если вы берете его из доверенного источника. То есть вставлять на свой сайт код от Гугла, от Яндекса и еще там от парочки доверенных для вас понятных компаний можно. Вставляйте. Если вы вставите код сайта, которого вы не знаете, да, и бесполезно при этом его читать. То есть часто люди говорят, ну я прочитал, там нет ничего особенного. Конечно, ничего особенного, там просто инклюд идет с внешнего ресурса, который уже затянет все, что ему надо. Нет, так не надо его читать, это бесполезно абсолютно. Во всех остальных случаях надо понимать, кого вы подвергаете риску. Вы свой сайт риску почти не подвергаете. Скрипт получает доступ только к тем данным, которые и так видны на странице. Ничего на сервере он не сделает. Но он получает данные текущего пользователя. Куком он может работать с теми данными, которые у вас доступны на этой странице. Поэтому встраивание кода JavaScript да, но только от доверенных источников. Ну и вам для общего развития. Есть такая штуковина, называется Google Tag Manager. Знаете, что это такое? Ну вот мне прям нравится. Я иногда добираюсь до того, чего не знает никто. А то мне тут говорят, что я скучно рассказываю. Смотрите, что такое Google Tag Manager? На самом деле это простая штука. Когда вы вставляете себе на сайт в одно место специальный код Google Tag Manager, и у вас в панели управления Google в вашем собственном аккаунте, к которому вы можете получить пароль, поделиться паролем с другим человеком, появляется такая визуальная консоль по размещению различных скриптов вот на этом сайте, куда вы просто вставили Google Tag Manager. Понятная идея? И вы много чего можете делать, не залезая своими грязными руками в код сайта. Ну а часто это просто невозможно. Если вам какие-нибудь разработчики не дают код доступа к сайту, то вы говорите, ну хотя бы GTM воткните, Google Tag Manager. Он говорит, ну ладно, GTM воткнул. И через этот GTM вы им туда залезете. Понятно? Вот. Это популярная технология, ну довольно простая. Мусора немного будет. А? Мусора немного будет. А там вообще нет мусора, в том-то и логика. В том плане, что ну, не логика самого приложения нарушается, а логика кода, ну, то есть последовательность. А там нет, смотрите, вы когда втыкаете туда скрипты, они все совершенно независимы друг от друга. То есть вы вставляете там, не знаю, через GTM вы можете воткнуть там пиксель Фейсбука туда, не влезая в админку сайта, не имея доступа к файлам сайта. Вот в чем преимущество. Цели размещать через тот же GTM можно. То есть вы делаете сложные действия с логикой страницы JavaScript, не имея доступа к файлам и не меняя скрипт, который там уже лежит. Это очень прогрессивная штука. Хотя этой прогрессивной штуке уже лет 8. Значит, второе, файловый обмен. Я вам про это рассказывал 2 лекции назад, поэтому заново рассказывать не буду. Я наткнулся на чудесный комментарий на Хабре, я хотел с вами его разобрать. Ну, комментарий старый, но он от этого не поменялся. Значит, в статье, к которой оставлен комментарий, люди рассказывали, как они сделали модный, хороший, современный обмен между 2 1С-ками, тут веба вообще не было, через веб-сервисы по какому-то там сложному протоколу, и люди описывают, как они круто сделали. Комментарий человека, который считает себя умнее всех, это очень распространено в веб-разработке, он вылезает и пишет: я вообще не понимаю, в чем проблема. У нас это работает так. И я прям с наслаждением читал этот комментарий. Вот все, что он рассказывает, это как не надо делать. Он рассказывает: у нас 1С выгружает по FTP прайс. Потом сайт обнаруживает информацию у себя в базе, потом при заказе сайт генерирует файлы с информацией или отправляет их на e-mail с оттачем,
1С забирает файлики из почты и обрабатывает их у себя. Вот это может работать на самом деле. Так делать можно. Только если вы не боитесь терять куски заказов, терять куски каталога, и у вас маленькая нагрузка, и вы уверены, что у вас нигде никогда ничего не поменяется. Вот каждый узел этой технологии, каждый узел потенциально опасен. Первое. 1С выгружает по FTP прайс. Если 1С выгружает по FTP прайс долго, ну, тут на самом деле даже в первой фразе выгружает по FTP. Если она льет сразу по FTP, то значит к тормозам 1С добавляются еще сетевые тормоза. И вся процедура может занять у вас, ну, например, там, неделю. У нас был такой проект, когда полная выгрузка из 1С занимала 1 неделю. Это даже не так плохо с точки зрения там, оперативности бизнеса, просто разработку вести нельзя. То есть вы в понедельник нажали кнопку, в следующий понедельник данные пришли, и оказалось, что это была там, не те данные. И вы еще неделю занимаетесь отладкой. Очень банальная вещь. Сервера перезагружаются, память кончается, свет мигнул на роутере. Понимаете, да? Оно лилось по FTP, а свет на роутере мигнул. Реализация протокола FTP на серверах разная. Вы никогда не знаете, догрузился файл или нет. Сайт обновляет информацию у себя в базе. Все те же самые проблемы зеркальные. Даже если вы определили, что файл докачался, я вам скажу, как это делается на практике. На практике вы ставите на полночь загрузку, а на 3 часа ночи, ну, наверное, докачается. Вы ставите парсер. При этом на деле он либо не запустился, либо не докачался, либо докачался с ошибкой, вы об этом никогда не узнаете, но парсер у вас отработает. Это вот как делать не надо. То же самое с файл с заказами по FTP обратно обсудили уже по поводу отправлять на e-mail с оттачем. Это действительно кажется прикольной технологией, что просто 1С пишет письмо, это правда просто, там функция mail есть в большинстве языков программирования, да, написал, вызвал. Но большие письма не доставляются, в куче мест до сих пор стоит дурацкое ограничение, там 10 или 25 мегабайт, а в заказе может быть, например, картинка, и оно не придет. Второе. Почта ходит с непредсказуемой скоростью, почта попадает в спам, почтовые сервера переполняются и так далее. Ну и тут, конечно, прекрасная последняя фраза, вот для меня написали в комментарии 7 лет назад. Недостаток один. Нужен человек, который сделает этот функционал на стороне 1С заказчика. Проблема в том, что человек такой-то найдется, он сделает, но как только он уволится, вот этот весь механизм можно сразу выбрасывать. Да, потому что никто никогда не поймет, как эта вся конструкция устроена. То есть так делать можно, только если вы видите этот код последний раз и возвращаться туда не собираетесь. И вам не жаль свою репутацию. Можно что такое? Конечно. Что такое attach? Приложенные файлы. Это письмо, в которое приложены файлы. То есть, понимаете, вот каждая отдельная фраза здесь, она, в общем, даже не криминальна. Ну, в целом, да, можно создать в коде файл, приложить туда какие-то файлы, отправить их, надеяться, что 1С их примет. Но там начинаются идиотские проблемы, что все почтовые клиенты, например, они видят приложенные файлы под разными именами. Они могут нормально раскодироваться, а могут ненормально. Там в Google, например, встроен антивирус. Пока он не проверит, что у тебя в письме нет вирусов, он тебе ничего скачать не даст. Ну и спам, конечно. Спам. Это же увлекательнейшая задача. Искать, а почему у клиента письма не приходят. Все, что можно сделать неправильно, здесь предлагается сделать. Значит, в чем проблема? Это всегда самописка, это всегда неподдерживаемое, ненадежное и неотлаживаемое. Но если это написали и запустили, вы можете столкнуться в реальных проектах, что это работает уже много лет. Много лет. Если вы его увидели, ну и у вас есть там время и немножко денег заказчика на эту работу, надо немедленно это выкинуть и сделать по-хорошему. Ну, потому что это плохо. Ну и почему так делали? Во-первых, потому что это просто программировать, во-вторых, потому что не было более совершенных технологий. Значит, тоже очень коротко, очень обзорно вам расскажу. Я об этом уже рассказывал, это веб-сервисы, которые используются для обмена через HTTP, ну даже там я букву не ставил, по HTTPS, конечно. Вот выглядит, что это почти то же самое. У вас 1С, тут сейчас скриншот очень конкретный, я покажу, что тут показано. У вас 1С генерирует данные для отправки наружу. Это XML данные. И вообще-то это почти файл. То есть мы от файлового обмена очень недалеко ушли. Это как бы файл,
который отправляется, ну, тоже как бы файловым методом. В чем отличие? Что код, который это делает, он никуда по FTP ничего не заливает. Он не пытается там гигабайт XML по FTP загрузить на внешний сервер. Это очень ненадежная операция. Вместо этого, вот конкретно что здесь показано. Этот скриншот, ну, прекрасно знаком всем, кто имеет дело с Bittrex и с 1С. Это скриншот настройки модуля обмена 1С Bittrex и 1С, собственно. 1С и 1С Bittrex. Что тут настраивается? Настраивается, какие данные из 1С должны быть переданы в Bittrex. Это стандартный механизм, он бесплатный, он поставляется с этими системами просто как есть. Что он умеет, как он работает? Я хотел бы вам рассказать, но мне очень удачно подвернулась статья, которую мои коллеги написали. Вот скриншот, не знаю, видно вам или нет. 41 страница статьи, которая называется «Как устроен обмен 1С с сайтами на Bittrex». 41 страница описания с документацией, как он это делает. Очень подробная. 32 тысячи символов в этой статье, 40 листов, куча скриншотов. Статья будет опубликована, можете на сайте ее увидеть. Не обязательно читать, не входит никак в программу нашего курса, я просто вам хочу логику объяснить. Вот люди умные из 1С и люди умные из компании 1С Bittrex написали много кода, чтобы гарантировать доставку данных. Вот все, что мы разбирали в предыдущем примере, доставку данных не гарантирует, потому что это самописный, неотлаживаемый и неподдерживаемый код. Здесь устроено технически следующим образом, если очень упростить. Формируются небольшие пакеты с данными, маленькие, это важно, в вебе объем пакета имеет значение, большие могут прийти. Эти маленькие пакеты данных по HTTPS передаются через механизм авторизации, тоже, чтобы запрограммировать в 1С FTP обмен, вы должны будете где-то прямым текстом оставить данные FTP доступа. И просто винда так работает. Вы когда льете куда-то по FTP, вы должны в текстовом виде явно передать FTP пароль. Понимаете? Вы должны там положить этот файлик. Сейчас, может, как-то можно по-другому, но я не видел, что по-другому кто-то делал. А сама 1С по FTP лить не умеет, а 1С льет только локально. Это передается с авторизацией, с паролем, который прозрачно нигде в системе не хранится, и передается маленькими порциями. Каждая порция снабжается квитанцией, как это по-моему называется, доставлено, не доставлено. Там это все складируется, распаковывается, проверяется на целостность и образует файлики, которые потом разбираются. Понятно? Вот этот код, он очень похож, но он делает ту же самую операцию промышленным способом. Кроме XML может такими же модулями обмена ходить JSON и всякие другие вещи. Есть огромное количество вот подобных тиражных продуктов для информационного обмена. Для выгрузки в Яндекс.Маркет, для выгрузки в какой-нибудь, как он называется-то, Google Merchant Center, гугловский аналог Яндекс.Маркета. Во все их есть выгрузка. Поэтому это прелюдия к веб-сервисам. Да, это скриншот, вот на этой картинке показана последовательность операций, которую проходят XML-данные при выгрузке из 1С на сайт, на Bittrex. А вот это вот упрощенная процедура передачи вспомогательных данных. Вот в той самой нашей статье на 40 страниц это написано. Значит, веб-сервисы, которые являются фактически следующей ветвью эволюции, хотя примерно там. Есть несколько реализаций веб-сервисов. Есть там старые XML RPC, SOAP, REST, ну и более специфические типы там GraphQL. Я уже вам что-то рассказывал, да, про SOAP и REST, у нас был кусочек. SOAP, отраслевой стандарт, специфицируется, очень много используется Microsoft и вообще всякими людьми, пришедшими из мира хардкорной тяжелой разработки. Недостатки: много кодить, много данных и один сплошной XML. Но примеры запросов слишком светло вы не увидите. REST. Все то же самое, но попроще. Простые HTTP методы get, post, put, delete. И сам JSON тоже сильно проще. Вот так выглядит запрос, так выглядит ответ. Предпоследний блок, довольно сложный. Я вам задам вопрос, но все равно не поймете по расшифровке правильного ответа. Пока следует, чтобы вам показать картинку.
Нет? Вот так. Давайте пофантазируем. Вы сделали какой-то информационный обмен, а у вас тот узел, с которым вы обмениваетесь, время от времени падает. Ну, например, у вас перегруженная 1С, которая один раз в час перезагружается. Ну, так настроили админы. А вам нужно на эту 1С заказы передавать. А она перезагружается. А у вас заказ. Магазин нельзя раз в час остановить и сказать: извините, у нас 1С перезагружается. Как делать? Отложенный заказ может быть. Как? Ну, отправляется также пакет с файлом. Там, Куда отправляется? Можно промежуточный свет. Как, ну, где-то здесь есть такой входной? Конечно, конечно. Вот решение, о котором я хочу рассказать, ну, архитектурно, да, лежит на поверхности, я вам скажу про промышленный стандарт. Есть две ситуации, в которых необходимо пользоваться так называемыми сервисами очередей. Тут очередь — это хорошее слово, не плохое. Это сервис очередей. Он нужен в двух случаях. Если у вас много запросов, причем важно понимать, что слово «много», оно для вашего сервиса будет неизвестно каким. Кому и 2 в секунду — это много. Но считается, что там 20 и более в секунду — это уже для всех много. Никто не упрекнет вас, что вы считаете, что 20 в секунду — это много. Хотя, еще раз повторю, кто-то и 100 выдерживает без каких-то специальных наворотов, а у кого-то и на первом же запросе. У нас одно время был очень слабый сервер, давно, много-много-много лет назад. И если вот так вот F5 в браузере нажать и подержать, то сервер падает. Вот такая ситуация тоже возможна. Проект был тяжелый, а сервер был дохлый. Да, и вторая причина, если у вас ненадежное окружение, если у вас то, с чем вы обмениваетесь, очень любит падать. Что такое сервис очередей? Есть два наиболее, по-английски сервис очередей это менеджер, это слово очередь, queue по-английски. Соответственно, RabbitMQ это сервер очередей, Rabbit, чего там, менеджмент, queue management. Не помню правильную расшифровку. Что это такое? Это специальный софт, который ставится внутрь вашей системы и сам по себе очень высоконагруженный, очень устойчивый к высоким нагрузкам. То есть мы исходим из того, что вот этот вот RabbitMQ, или кролик его еще называют, переводя просто, что этот кролик сам по себе выдержит абсолютно все. И в кролик можно выгрузить любой объем данных, и он его выдержит. Просто в силу того, как он написан на Erlang, типа соответствующего для этого язык программирования, гораздо более устойчивый к нагрузкам, чем то, на чем обычно пишется веб-приложение. Он работает следующим образом. Вы в него что угодно пихаете в любых количествах. Он там внутри себя что-то делает, как он делает, не так важно. И потребителю абсолютно гарантированно, со 100% гарантией, выгружает все, что должен был выгрузить. Это транспортная система. Она сама по себе умеет кластеризоваться, она может работать на многих системах. Есть принимающие серверы этого Rabbit, отдающие и так далее. Гирман примерно все то же самое, только не Rabbit, а Гирман. И надо понимать, что вот эта конструкция, которая здесь нарисована, вы можете ее просто вставить в свой проект. То есть если у вас вот здесь, вот между публикатором сообщений и потребителем сообщений, до этого был просто файлик на PHP, файлик по FTP вы передавали, потом вы поумнели и начали передавать веб-сервисами, но веб-сервисы в случае ненадежной связи или подвисания сервера или перегрузки просто будут возвращаться с ошибкой. И вы ничего в своем приложении с этим не сделаете. Вы начнете писать какие-нибудь там логи, потом досылать эти сообщения. Это все вот трэш. Вот это всего делать нельзя. Нужно поставить профессиональный софт, который не будет падать, который отдельно работает и гарантирует доставку. Понятная идея. Показываю скриншоты. Это пример реального использования в бою в компании сервера очередей, при котором число сообщений в секунду достигало 1,4 миллиона в секунду. И он продолжал работать. Он обеспечивал передачу. Это пиковая, конечно, нагрузка, то есть это не всегда он в таком режиме работает. Но при этом важно понимать, что сообщениями могут быть как заказы, файлы, так и, например, какая-нибудь полная ерунда, например, события просмотра страниц или события отрисовки изображений. Представьте себе, вы программируете Facebook. У вас в Фейсбуке зарегистрировалось 10 миллионов человек. В настоящем Фейсбуке 10 миллионов человек зарегистрировалось через год с момента старта. Через 1 год. Там было 10 миллионов человек.
Сколько 10 миллионов человек сделают просмотр страниц? Ну, примерно 40 миллионов в сутки. Соответственно, каждый просмотр страницы — это куча отдельных действий. Они начинают кликать, это начинает копиться. Вы собираете аналитику, вы таргетируете рекламу. Вы должны перед рекламодателями отчитываться, сколько было просмотров и кликов на рекламу. У кого баннер догрузился, а у кого нет. Вы получаете от 10 миллионов пользователей, а хитов гораздо больше, естественно, вы получаете поток данных, и с ним нужно работать. Как? Вот так. Все, о чем мы говорили с вами до сегодняшней лекции, не выдержит такого объема. Не может с таким объемом. Вот. Соответственно, надо понимать, что эти решения существуют, и в случае, когда вас припрет, с ними поработать. И последнее, что-то я сегодня как по-комсомольски быстро рассказываю. И последнее, о чем я хотел вам рассказать, это, типа высший пилотаж, встречается в боевых проектах исключительно редко, точно как, знаете, как подростковый секс. Об этом все говорят, но ни у кого этого нет. Вот то же самое. Что здесь происходит? Когда у вас в системе очень много компонентов, не читайте даже квадратик, это могло быть все что угодно. Очень много компонентов и все между собой обмениваются, у вас возникает проблема, что вы должны на 10 компонентов, если у вас 10 систем между собой обмениваются, реализовать 45 обменов. Потому что каждый с каждым же чем-то обменивается. А на 11 еще 10, 55 обменов. А на 12 еще 11, 66 обменов. Понимаете, да? Жизнь становится унылой. Что делается вместо этого? Есть специальный класс софтин, которые называются сервисные шины. Латинская аббревиатура ESB, Enterprise Service Bus. Слово Enterprise тут неспроста. Кто знает, как переводится слово Enterprise? Предприятие. Почти. Предприятие, какое предприятие? В бизнесе словом Enterprise обозначают, как правило, основное значение слова Enterprise – крупные предприятия. То есть не просто там маленький заводик, крупные предприятия. Вот когда большое предприятие, оно у себя организует вот такую штуковину, которая называется интеграционная шина. И многие-многие программные продукты мечтают, чтобы в них была интеграционная шина. Что это такое? Это некий отдельный механизм. Я сейчас структурно начал рассказывать. Это штука, представляющая собой в простом варианте просто базу данных. Но это база данных, работающая с контролем логики того, что в ней происходит. Она обеспечивает надежную передачу сообщений, то есть вот здесь стоит в каждом месте по маленькому кролику. Она собирает в себе непротиворечивые данные обо всей компании. То есть если тут представить себе, что здесь бэк-офис, здесь интернет-банк, здесь, я не знаю, CRM-система, то и каждая система написана разными подрядчиками, это совершенно реальность. И они делают разные вещи. У меня тут на днях был чудесный скайп с компанией, которая сказала, что у них сейчас работает в компании 14 программ лояльности в один момент времени. И они, конечно, хотят ее интегрировать. Все. Сначала между собой, а потом с системами, которые мы для них будем делать. Как? Вот по-хорошему вот так. Вы делаете центральную софтину, в которую все сливается, которая, как это мы говорим, является точкой правды. И только с ней никаких горизонтальных обменов. Могут обмениваться системы. На практике... Это же вот эти вот краски хайловых нагрузки. Конечно. Просто понимаете, тут в чем проблема, в чем очень важный нюанс. Знаете, такая еврейская пословица: если проблема решается деньгами, это не проблема, это расходы. Вот тут действует тот же самый принцип. Если можно просто купить помощнее сервер, любой бизнес, не задумываясь, купит помощнее сервер. Это гораздо проще и правильнее, чем писать новую IT-систему, которая будет долгой. Поэтому да, вы в каком-то смысле создаете узкое место, но это узкое место гораздо проще ускорить, чем решать логические проблемы того, что у вас 66 видов обмена. Понимаете, да? То есть тут обменов столько, сколько систем, а там было бы, не факториал, конечно, сумма, да? Сумма. Вы же математики, при вас нельзя говорить слово факториал, да? Соответственно, вот картинка из одной из презентаций. Типа было вот так, а стало вот так. Прекрасная волшебная шина, 4 интеграции вместо 24, и вообще все стало хорошо. Что тут надо учитывать?
Сама по себе построение подобной шины – это вещь дорогая. Ну, скорее всего, она будет превосходить по стоимости десяток интеграций, которые сделаны часто между системами. Поэтому компания всегда с мучениями думает об этом, хочет или не хочет. И поэтому этих систем довольно мало. И, возможно, я просто что-то не знаю, кругозора у меня не хватает. Я знаю всего одно решение, которое постоянно упоминается, когда люди говорят о построении вот этой самой Enterprise Service Bus. Это то, что я даже на предыдущем слайде прям написал. Это софтина, которая называется IBM Integration Bus. Раньше она называлась IBM Service Bus, потом он еще был какой-то Work Services он назывался, теперь это называется IBM Integration Bus. Ну и как любой крупный корпоративный софт, он представляет собой нечто очень универсальное, очень дорогое в кастомизации, но вообще очень правильное, конечно. Это то, как надо делать большие интеграционные системы. Что еще? Такая детская интеграционная шина возникает почти в любом проекте, когда вы видите какой-то трэш, когда вы видите, что вот здесь данные там в Excel считаются, а здесь текстовые файлики, а здесь баба Маня там тетрадочку ведет, а здесь у вас модная CRM-система облачная внедрена, и вам кто-нибудь говорит, а давайте посчитаем это все. Вот прежде чем все это посчитать, вам нужно эти данные все куда-то собрать, ну просто интуитивно. И вы начинаете говорить, ой, а давайте там единую базу заведем. Вот когда вы заводите единую базу, вы архитектурно, ну как бы, приближаетесь к понятию единой интеграционной шины. Чего вы при этом не делаете, конечно. Вы не обеспечиваете никакой надежности, и вы никак не контролируете, что у вас в этой системе правда. Вы просто сваливаете все это в свалку. Честно, те же самые проблемы у вас будут и при внедрении большого продукта, потому что тут дело не в продукте, а в мозгах просто. Вы должны построить непротиворечивую модель предметной области и именно с ней работать. Понятно? Так, по-моему, это был на последний слайд. Да. Раз время осталось или не осталось? 10 минут, да, или даже 15? Давайте на ваши вопросы поотвечаю по лекции или вообще. У кого что болит? Вот по поводу последней как раз темы интеграционных шин. То есть, почему это дороже? Из-за того, что нужно нанимать команду разработчиков, которые знают там разные подходы, разные языки, ну, я не знаю, кто знает. Вы, задавая предыдущий вопрос, фактически ответили. Это нагруженная штука, которая должна обмениваться, ну, фактически на очень высокой скорости с кучей разных сервисов, как правило, абсолютно разнородных. То есть она очень много чего должна уметь, и вы пишете кучу отдельных интеграций и внутри обеспечиваете непротиворечивость. Я был участником такого проекта, неуспешного, когда люди придумали очень крутую систему, и она на бумаге выглядела прям вот замечательно. Только там участвовало несколько десятков систем разных, из которых примерно 2/3 они не были даже написаны. То есть это был такой классический долгострой, вот по советскому ГОСТу запроектирован. То есть мы встречались там в 2016 году, а дедлайн был там в 2019. Не сделали систему. Мы ушли, а те, кто остались, тоже не сделали. За очень много денег. То есть вопрос стоял так, сколько надо. Вот сколько надо, столько и дали. Вопрос только в том, что ни за какие деньги эту проблему решить было нельзя. Почему? Потому что системы, которые там упоминались, некоторые, они существовали на уровне ТЗ. Некоторые системы существовали, но были, например, там одно из приложений, это было защищенное мобильное приложение, сертифицированное FSTech. Ну, не государственная тайна, конечно. Вы знаете, что такое FSTech? Нет? Не знаете такого слова? Это удивительная вещь, что в мире телекома вам надо признать ее существование. У нас есть некоторые виды программ, протоколов, софта, железа, которые используются в государственных целях, что ли, и тогда они проходят обязательную проверку на информационную безопасность одной из служб ФСБ. Эта штука называется FSTech, Федеральная служба по технико-экспертному контролю. Ну, на практике это выглядит так, что вы, прежде чем систему какую-то запустить, вы делаете репозиторий и отдаете его в FSTech на, так сказать, на диагностику, на проверку, на сертификацию. И когда вы это сделали, вам FSTech выдает, ну вот у Bittrex 1С
серьезные компании, у них есть версии, одобренные FSTech. Но это настолько тяжелая процедура бюрократическая, что она занимает несколько месяцев, а то и лет. Ну, Bittrex, я хорошо знаю, примерно раз в 2 года выпускает свежую FSTech-овскую версию. А при том, что обычные апдейты выпускаются раз в 2 недели. К чему я веду? Когда вы получили FSTech-овскую версию кода, вы не можете ее менять. Все, здравствуйте. Нельзя менять. Потому что она подписана FSTech. Вы не можете ее поменять, это будет нарушение этого самого FSTech. Просто очень дорого. Это много организационных вопросов. Вот как раз я и спрашивал, потому что там именно много кодописателей. Скорее больше много чего надо выкинуть, много чего надо сделать заново. Это революция. Ну там, почему у этого корпуса такая странная планировка? Ну, надо перестроить, ну, наверное, но не стали перестраивать. Вот. Это типичная ситуация. Просто очень дорого. И обычно это делают люди, либо у которых есть прям бюджет на IT-обновление. Они говорят, в этом году мы будем обновляться, потому что у нас все прекрасно, только очень медленно работает. Вот. Вообще вот в agile разработке есть такое понятие технический спринт, там, спринт рефакторинг, техническая история. То есть когда вы там год пилили в agile режиме, напилили какой-то трэш. Ну, то есть он как бы работает, но вы сами недовольны ни качеством, ни скоростью. Клиент доволен, кстати, а вы недовольны. Вы понимаете, что следующие изменения вам будут очень дорогим. Ну, это совершенно нормальная ситуация. Потому что если бы вы знали год назад, что через год от вас будет хотеть заказчик, а вы не знали, потому что, во-первых, заказчик сам не знал, а во-вторых, потому что у вас мозгов не было тогда. Можно предположить, но на самом деле божественных знаний не существует, все равно в это все вляпываются. И вы говорите это заказчику: друг, послушай, если ты хочешь, чтобы следующий спринт мы вообще закончили вовремя, и чтобы там было все нормально, а к этому времени он может уже начать на вас бухтеть. Чего так медленно стали работать там? Вы ему говорите: давай сделаем такой вот один спринт, когда у тебя не будет никаких новых функций введено, мы просто там сделаем рефакторинг. Если вы разговариваете с человеком без IT-образования, то он вас пошлет. Он не понимает этой проблемы, он говорит: не дам. А вы что, не могли сразу нормально сделать? Вот в построении интеграционной шины обычно начинается вот именно так, когда боль стала нестерпимой. Поэтому я честно скажу, вот в режиме боевого использования, чтобы это было не на бумаге, а на самом деле, я никогда не видел, что это работало. Об этом часто говорят, обычно есть какие-то протезы. Ой, у нас есть центральная база, мы в нее все льем. Кстати, это не самый плохой подход. Не самый плохой. Но если изначально просто про это было заточено, чтобы там конфликтов не было, то да, так. Вот тут правильное, ну, я вот так скажу. Вот пример хороший, который я видел. Компания, внедряя системы большие, она при внедрении каждой новой системы говорила: у нас есть центральная MySQL база, в ней мы ведем большую непротиворечивую как-то карту предметной области своей. То есть они на каждый новый процесс у себя заводят там еще пачку табличек со связями и с ограничениями. То есть они говорят: а вот здесь число вот такое-то, там скрипты пишут, ограничивающие. И они всегда поддерживают в ходе развития своей системы вот эту вот центральную базу. И они, ну как бы само собой постепенно формируется база интеграционная. Но даже в таком режиме, ну, 20-30% дополнительных расходов они получают на каждую следующее внедрение, потому что вы должны поработать с этой штукой. Вот. А еще я знаю компанию, очень, очень хорошая компания, основанная айтишниками, которые сразу начали с такой вот шины. У них все было очень круто, но вот через 5,5 месяцев они закрылись с момента открытия. Потому что попытка вкладывать в IT-инфраструктуру много денег до того, как вы начали эти деньги зарабатывать, ну, немножко опасно. Понимаете? Поэтому на начальных этапах все всегда бывает, в общем, из грязи и палок. Гид же так писал. А? Гид же так тоже писал. Ну, все примерно так писалось. И поэтому моя задача и в том и есть, чтобы показать вам движение от плохого к хорошему. То, что вы увидите плохое, я вообще не сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы вы увидели и хорошее тоже когда-нибудь. Ладно, если вопросов нет, всем спасибо и пошли на лабораторную.